Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, тяжело, конечно же, смотреть на эти все криптовалюты, которые укатались. Ну, что сделаешь? Нужно терпеть, нужно терпеть. Ибо зашел я в рай, и Бог мне сказал: терпи. Иисус терпел, и ты терпи. Вот так вот. Ну что у нас, за час здесь видно, что ADA сильно выросла, Solana на 10% выросла. Соланка неплохо, $157. Ада Кардана 80 центов. Неплохо. Старички перформят. Что же у нас произошло? А произошло у нас некое событие. Доминация битка потихоньку начинает падать и растет биточек. Давайте-ка мы посмотрим. Такая вот у нас палка за 30 минут на битке. Палка, выручалка. Мы можем посмотреть то, что у нас даже здесь не за 30 минут, а за целый час. Просто биток куда-то летит в, не знаю. Ну, может быть такое, что здесь у нас выбивают шортистов, а может быть такое, что у нас здесь перевернутая голова и плечи. Мы с вами ее рассматривали. На 4-часовике она четко, шикарно виднеется, голова и плечи. Надеемся то, что у нас на данный момент биточек закончил свою коррекцию. На RCI видно то, что даже RCI на 4-часовике хорошо разгрузили они все это дело. И в принципе что? Доминация битка начала тоже падать. И тут мы с вами рассматривали тот сценарий событий, что по всей видимости доминация биткоина видно вот даже на часе. Раз пришли сюда, два пришли, 3 раза пришли, 4, 5, 6. И я уже в принципе предполагал, что здесь у нас будет пробитие блока сопротивления или сильнейшего блока поддержки. Это диапазон 60,5%. Ну и здесь вот получается 63. Посмотрим, пробьют ли они здесь этот блок или нет, пока что неизвестно. Но радует то, что у нас биточек растет на падающей доминации. Корону на царьке уже видно сбили, и это говорит о том, что не такой уж и биток важный, что он не может сильно корректироваться. Коррекция у нас на битке произошла, и как раз это все произошло на падающей доминации. Вот у нас коррекция на битке, и упала сильно доминация. Это говорит о том, что уже идет на данный момент ставка в сторону альткоинов. Нам остается дождаться завершения здесь этой манипуляции. Я думаю, что она может закончиться здесь манипуляция где-то примерно в середине марта. Итак, сегодня у нас уже 2 марта, и где-то примерно на 15 марта мы увидим уже конкретный результат с доминацией биткоина. Я в принципе предполагаю, что вот этот вот блок у нас будет пробит, ну, на крайний период времени. Вот так вот давайте отметим, что это будет где-то 18 марта. Вот так вот. По временному интервалу на истории всегда так происходило. То, что у нас прошло буквально, давайте посмотрим, сколько у нас уже прошло после халвинга биткоина. Халвинг битка и 330, ну, здесь у нас получается 320 дней, и начинает падать доминация биткоина, как это было на прошлой истории. Я надеюсь, что история повторится, потому как если она не повторится, то мы просто-напросто не увидим никакой рост на альте. Здесь у нас прошло, смотрите, до конкретного падения доминации битка 325 дней. 325 дней. Что у нас сейчас? Давайте мы посмотрим, где наши 325 дней. Халвинг битка. 325 дней у нас припадает на 9 марта. Ну, плюс-минус, может быть такое, что цикл растянут у нас, то мы можем предположить, что где-то 18 марта мы уже увидим конкретный здесь результат по доминации битка. Конечно же, без падения доминации биткоина мы не увидим никакого роста на альткоинах. Также биток у нас уже вот 88 600 поставил. Дай бог они развернут рынок.
подвезут какие-то хорошие новости, может будет какая-то другая геополитика или еще что-то, но вот этот вот красный сценарий, который мы с вами разбирали, я, в принципе, не особо хочу в него верить. Потому как если мы пойдем по красному сценарию, то мы не увидим просто никакого альт-сезона. Нам нужен разворот биткоина, рост выше 120 тысяч долларов, и здесь вот расторговка. Или распил, или расторговка. И в этот момент могут здесь подключить эйфорию, и мы сможем увидеть с вами тот самый альт-сезон. Также просили посмотреть монетку иена. Давайте мы посмотрим монетку иена. Вот она. И что у нас по золоту? Золото у нас конкретно на недельке откорректировалось. Может быть такое, что сейчас идет перелив бабла с золота в биткоин. Притом золото у нас конкретно на хаях. И можно крупному игроку сделать еще 2 икса с такого тяжелого актива, как золото. Ну, например, на легком активе, как биток. В принципе, капитализация не очень такая большая биткоина относительно золота. И здесь даже если он переливался где-то в этом моменте, то он может легко сделать, смотрите, ну 60-70%. А для крупного игрока это просто огромнейший капитал. Они же там не заходят на 100 долларов, на 1000 долларов. Там миллионы, миллиарды баксов крутят они. И для них сделать с 1 миллиарда долларов 2 миллиарда долларов, это просто, ну, просто шик и блеск. Будем надеяться, что здесь у нас будет ключевая точка по развороту биткоина. Также давайте посмотрим монетку иена. Иена у меня есть в портфеле. На данный момент здесь капитализация не очень маленькая, 1,2 миллиарда долларов, ну просто огромная капитализация. Есть у нас здесь инвесторы. Инвесторы Binance Labs у нас есть, дальше Pantera Capital, OKX у нас здесь присутствует, GMT Digital, вернее не GMT, а SMT Digital, Galaxy, потом Franklin тоже есть, Kraken. Инвесторы здесь огромные. 41 инвестор здесь в данном инструменте. Что у нас по инвестициям? Давайте глянем. Но что у нас здесь нету? Какие здесь иксы у инвесторов? Нам никто не предоставляет никакую информацию. Вестинг. По вестингу. Здесь у нас 1000 дней, здесь 1000 дней, здесь 1000 дней, здесь 1127 дней до полной разблокировки данного инструмента. Давление, конечно же, будет на стакан, но может быть такое, что инвесторы не давят, не продают, удерживают, ожидают дальнейшей манипуляции на данном инструменте. Что у нас по графику? Давайте посмотрим график. И в принципе у нас иена довольно-таки неплохо выглядит, потому как относительно таких инструментов, как Starknet, к примеру, она ушла ниже всех зон поддержки. Ну, Starknet ушел ниже всех зон поддержки, а иена у нас, в принципе, сейчас вот удерживается в блоке поддержки вот этой вот. Удерживаю я тоже иену. Ну, тут что у нас получается? Тут у нас, в принципе, что? Довольно-таки все неплохо, но здесь есть огромный блок сопротивления, который находится в диапазоне 1 доллар. В диапазоне 1 доллар. Дальше обновим объемы. Все у нас здесь получается актуально, но по объемам даже видно сейчас то, что сильнейший блок набора позиций, вот он находится в диапазоне 40 центов. Даже здесь видно, это красная линия, линия POC. Максимальные объемы у нас на данный момент вот здесь вот присутствуют. Будем надеяться, то, что коррекция по биткоину у нас закончилась. В дальнейшем мы увидим продолжение роста. Ну, иену я удерживаю. Пока ничего я с ней не делал, не продавал. Удерживаю. И моя точка входа по иене получается 55 центов. Есть, конечно же, небольшая просадка. Не очень так приятно смотреть на это все. Ну, что сделаешь? Сейчас все в просадке получается. Тут у нас была коррекция примерно на 85%. Потом же после коррекции у нас происходит манипуляция. Здесь была манипуляция на 5 иксов.
И в дальнейшем, опять же, после манипуляции, мы зачастую приходим к тем самым значениям, откуда началась манипуляция. И здесь мы видим то, что коррекция у нас составила буквально 68%. Если мы удержим данный блок диапазона 40-30 центов, это будет очень хорошо для иены, потому как в дальнейшем уже у нас будет открыта дорога намного выше. По коррекции мы видим то, что мы пришли в 786 уровень. Вот он, 786 уровень. Это неплохо. Это очень хорошо. Мы не пробили вот эту зону поддержки и не ушли сюда ниже. Если бы мы сюда ниже ушли, то уже было бы не очень хорошо. В дальнейшем, если у нас тут манипуляция будет продолжаться, можно накинуть даже банальную Фибоначчи и посмотреть на Фибо, что мы можем здесь ожидать. Ну, как минимум у нас может быть рост в диапазон 83 цента. Здесь будет у нас 2 икса. Также вернуться к своим хаям. Здесь будет 200% роста. И также уйти на перехай. Это у нас будет диапазон 1,8 доллара и диапазон примерно 2,5 доллара. Это будет 570% роста. В принципе, вот так вот. Иену я продолжаю удерживать. Я ее буду держать до этих целей, которые я обозначил. И надеюсь, что мы сюда, конечно же, придем. Если все будет хорошо у нас на рынке и будет тот самый альтсезон. В принципе, вот так вот. Там многие, конечно же, уже начинают хейтить, потому что я говорю альтсезон. А что мне вам говорить? Я говорю так, как есть. Мы ж с вами ожидаем альтсезон. И тут хочешь ты это или не хочешь, но ждем его. Когда он наступит, будет видно на данном индикаторе. А пока у нас вот такая вот информация на данном индикаторе. То, что глобально еще не было никакого альтсезона с периода времени 2021 года бывшего. Я думаю, что может такого сильного альтсезона, как в 2017-2021 году мы не увидим, но хотя бы к 75 пунктам мы можем даже добраться с вами. В принципе, вот так вот. Ожидаем, будем смотреть. Движение происходит на рынке. Видно, что биток 3,5%, эфириум 2,7%. Я думаю, что батя нашего рынка, биточек, поправится после коррекции, и все у нас будет в дальнейшем хорошо. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.